Один американец решил подать в суд на самого себя, а другой парень подал более 2000 исков буквально на все, что ему хотелось. В этом видео я расскажу вам, в чем особенности судебной системы Америки, каким абсурдным ситуациям они приводят, зачем один парень подал в суд на Бога и зачем преступнику подавать в суд на свою жертву. А в конце вы узнаете о парне, который хотел отсудить сам у себя $3 миллиона. Приятного просмотра! Вы будете в шоке, но в Америке есть свои особенности в судебной системе. Какие именно? Ну, к примеру, вы можете подать в суд на кого угодно и за что угодно, и при этом ваше дело обязательно рассмотрят. То есть буквально, если вам не понравится, что на улице идет дождь, то можно подать на него в суд, и власти будут вынуждены что-то сделать с этим. Согласитесь, звучит максимально абсурдно, не так ли? Но один умник все-таки нашелся, и меня он просто шокирует. Около 10 лет назад американский сенатор из Небраски подал в суд на Бога. И, естественно, властям пришлось придумывать обоснованный отказ. И я хочу отдать им должное. Сделали они это, очень красиво. Дело в том, что чтобы подать в суд на кого-то, нужно указать адрес ответчика, чтобы его смогли вызвать в суд. А так как у Бога, естественно, нет адреса, то и дело открыть они не могут. Хотя, мне кажется, можно было просто указать ближайшую церковь. Было бы смешно смотреть, как полицейские вламываются в нее, скручивают всех священников и выпытывают информацию о том, где от них спрятался Бог. Ну нахер. Отец! Ну ты видел? Видел? А за что, собственно, тот сенатор подал в суд на высшее существо? Он обвинил его во всех бедах, которые происходят на земле. Буквально. Он требовал от Бога прекратить терроризировать человечество, утверждая, что это он устраивает наводнения, землетрясения, ураганы, торнадо, войны и кучу других катастроф и бедствий, которые унесли огромное количество жизней. Меня все равно продолжает шокировать этот умник. Вы только представьте, он не остановился на своем и после отказа принялся собирать документы для обжалования дела. Ведь у сенатора было незаконченное юридическое образование, так что он очень хотел блеснуть своими знаниями. И он даже нашел лазейку в постановлении суда, ведь из официального документа становилось ясно, что суд Америки официально признал существование Бога, а значит, Бог точно должен знать о том, что на него подали в суд. Так что ему даже не требуется указывать адрес ответчика, чтобы дело было возбуждено. Вот такой вот умник нашелся в Америке. Ну а о том, смог ли он обжаловать решение или нет, история, к сожалению, умалчивает. Лично мне кажется, что этому психу точно не место в правительстве. Если он подает в суд на Бога, может, его стоит посадить за то, что он ущемляет чувства огурцов? А что, я уверен, он часто их ест. Но если предыдущий персонаж мне показался не то чтобы умным, а скорее отличным шутником, то следующий парень реально гений. Почему? Да вы только вслушайтесь в эту историю. Заядлый алкоголик, который просто обожал пиво, тратил огромные деньги на покупку этого спиртного напитка. И мне кажется, все дошло до того, что парень просто потратил все свои сбережения. Естественно, это очень сильно его расстроило, из-за чего он стал искать способы найти легкие деньги. И он нашел отличный вариант. Парень просто взял и подал в суд на пивоварню, напитки которой он предпочитал. В чем же заключался его иск? Как оказалось, в то время по телевизору постоянно крутили рекламу пива, в котором к мужчинам, которые пили этот напиток, постоянно подходили красотки. Но в жизни не было ни привлекательных дам, ни всех тех кадров, которые были в видео. Ну и это далеко не единственная претензия. Этот самый парень также акцентировал внимание на всем рекламном ролике. В нем спиртной напиток выглядел как нечто, что дарит веселье, радость и приносит в жизнь лишь положительные эмоции. Но в рекламе не было ни слова о том, что спиртное может приводить к определенным последствиям. В суде этот парень оперировал как раз тем, что в видео не указывалась возможность приобретения зависимости, а также риск смерти. Себя же парень позиционировал как одного из пострадавших. По его заявлениям, из-за спиртного и, в частности, рекламы, он нанес себе непоправимый ущерб здоровью и даже заполучил алкогольную зависимость. А еще он страдал от психических заболеваний, депрессий. Ну и что тут говорить, он просто спустил все деньги на пиво. Но, к сожалению, этот парень не смог выиграть суд.
Всего он подал 3 иска, и все они были отклонены, а ответчик выиграл дело в суде. Хотя, если бы он смог доказать вину пивоваренной компании, то с легкостью бы получил $10 000. Вообще, суд сказал, что нет никаких оснований для предъявления иска за мошенничество. Лично мне очень жаль этого парня, ведь все это транслировалось на огромную аудиторию через средства массовой информации, и за ним закрепилось клеймо неудачного, некрасивого толстого мужика-алкоголика, который пытается наладить свою жизнь при помощи баночки спиртного. Лично я бы подал в суд уже за порчу своей репутации, но он этого почему-то не сделал. Вообще, вся эта судебная система может довести все до абсурда. Почему? Да вы только вслушайтесь. В книге рекордов Гиннесса есть отдельная статья о парне, который подал рекордное количество судебных исков. Сколько их должно было быть, чтобы попасть в книгу? 2500. Да-да, вы не ослышались, именно столько. В то время, когда вы ленитесь сходить в магазин и вернуть товар по гарантии, этот парень проводит всю свою жизнь в судах. Даже если он бы писал одно заявление в день, ему потребовалось бы более 7 лет ежедневной работы, чтобы подать столько исков. Просто псих. На кого этот парень успел подать свои иски? Ну, к примеру, в апреле 2008 года он подал заявление против создателей игры GTA. За что? Он аргументировал это тем, что их игра подтолкнула его на весьма скользкую дорожку. По его словам, наркотики, насилие, занятия сексом с кем попало – всем этим он начал промышлять лишь из-за игры. Потом он подал в суд на одного бизнесмена, который создал самую крупную финансовую пирамиду. А еще он судился с Джорджем Бушем-младшим, Бритни Спирс, различными ведущими кулинарных шоу и новостных каналов. Но лично меня поразила его претензия в сторону сомалийских пиратов. Да-да, вы не ослышались. Именно против этих бандитов. Интересно, что они ему сделали? Может, украли шоколадку, которую перевозили из одной части планеты в другую? Но это еще цветочки. Парень вообще головой поехал, ведь он подал в суд на буддийских монахов. Ага, на тех ребят, которые вообще не вылезают из своих храмов. Да и мухи они не обидят. А еще от него мог пострадать Нострадамус, Римская империя, Эйфелева башня, президент Ирана, Плутон, Гитлер и многие другие предметы и исторические личности, которых, даже уже в живых нет. Вот я, когда готовился к этому ролику, пребывал в перманентном шоке. Но самое смешное то, что этот парень подал в суд даже на книгу рекордов Гиннесса, которая его прославила на весь мир. Короче говоря, парень срубил сук, на котором он сам и сидел, а ведь мог бы столько денег заработать на своем бренде. Сейчас он отсиживает срок в тюрьме города Кентукки. За что? Ну, его обвинили в мошенничестве с использованием электронных средств связи. Хотя, лично я бы посадил его за что угодно, лишь бы он перестал терроризировать судей своими бумажками. Думаю, им теперь не надо в офис туалетную бумагу покупать. Всегда найдется что-нибудь и почитать в уединении, и воспользоваться в качестве средств личной гигиены. Лично я считаю следующую историю одной из самых бредовых. И в целом я уже не удивляюсь тому, что в ней происходит. Вы только вслушайтесь. Парень, который ворвался в дом, захватил в заложники пару молодоженов, а после того, как они сбежали и его скрутила полиция, он подал на них в суд. Ну не бред ли? А теперь представьте, что какой-нибудь маньяк подал бы в суд на свою жертву, якобы она осквернила его честь тем, что умерла при попытке ее изнасиловать. Ну бред же. Ладно, в сторону эмоций, давайте разберемся во всей этой истории. В общем, Джесси Димик в 2011 году предъявил иск своим бывшим заложникам и потребовал с них $235 000. В чем суть его претензии? Как он утверждал, пара молодоженов, в чьих дом он вломился, пообещали ему укрытие от полиции за определенную плату. Да, Джесси Димик в тот момент был в розыске в полиции. Его подозревали в убийстве человека. В общем, этот гений вломился в чужой дом, взял в заложники пару, а после вместе с ними стал смотреть телевизор и играть в игры. Молодожены его даже подкармливали и, сидя рядом, смотрели сериалы. В какой-то момент Джесси, после того, как он поел чипсов и выпил газировки, уснул прямо перед телевизором. И в этот момент парочка решила, что пора бы уже распрощаться с неизвестным гостем. Они позвонили в полицию, сообщили обо всем, что произошло, и принялись ожидать стражей порядка. Естественно, Джесси просто повязали и отправили в камеру. Стоит ли говорить, как сильно он был возмущен? Парень не просто ругался и угрожал парочке,
парочки. Он был уверен, что это именно они виноваты в том, что он попадает в тюрьму. Да и вообще, Димик не мог поверить, что их устный договор был расторгнут. Он так и заявлял в суде, что они договорились о покровительстве, а этот договор был нарушен. И за это он требует кучу денег, чтобы покрыть свои медицинские счета и другие расходы. Но, к нашему счастью, адекватность все еще ценится в обществе, поэтому его иск не был удовлетворен, хотя парочка все же побывала в суде. Да и они просто подали встречный иск. В нем молодожены требовали прекратить расследование. А если бы они не позвонили в тот день в полицию, то могли бы счастливо жить втроем в одном доме. Я в целом понимаю всех предыдущих персонажей, которые подавали свои заявления в суды. Хоть это все и выглядит комично и больше подходит для представления в цирке, но все же их мотивация вполне обоснованная. Но вот следующий мужик меня реально шокировал. Вы только вслушайтесь в это. В 1995 году Роберт Ли Брок подал в суд сам против себя. Да еще какой, на целых $5 миллионов. Не кажется ли вам это чем-то странным? Вообще, этот случай не единственный. Было много людей, которые обвиняли сами себя в чем-либо. Правда, у всех них позже находили какие-то отклонения в развитии, ну или в психике. Но вот наш герой всех этих недочетов не имел. Настоящий алмаз среди угля. Роберт Ли Брок выступал против своих же нарушений гражданских прав и религиозных убеждений. В общем, этот парень решил очень жестко бороться со своей ленью и дырявым языком. Но в чем суть этих нарушений? Как утверждает истец, он несколько лет назад перебрал с алкоголем. Казалось бы, со всеми бывает, чего уж тут горевать-то. Но он решил, что это реальная проблема. Как утверждал Роберт, подобное поведение серьезно противоречило его религиозным убеждениям. Вообще, в любой религии мира спиртные напитки, как и другие вещества, затуманивающие разум, находятся как бы под запретом. Так что я вполне его понимаю. Вдруг он был заядлым фанатиком, который хотел попасть в рай. Правда, тут есть и второй пункт, который начисто перечеркивает первый. В общем, будучи в пьяном состоянии, Роберт совершил кражу со взломом. Уже не так смешно, не так ли? За подобное правонарушение его поймали строгие дяди в погонах. А еще более строгий судья назначил ему срок 23 года заключения в тюрьме. Лично мне кажется, что подобное уже как-то слишком. Тем более, если это была лишь кража. Ведь во время правонарушения никто не пострадал. В общем говоря, лишь Ли Брок понес моральное увечье. Ведь украденные вещи быстро вернули владельцам. Так что у Роберта было весьма много времени, чтобы обдумать, как ему жить-то дальше. В итоге он и придумал сей замечательный план. По его мнению, за то, что он совершил кражу со взломом, его слишком слабо наказали. Да, этот парень еще тот мазохист. Но логика тут прослеживается вполне адекватная. Дело в том, что в тюрьме он не мог заработать денег, так что, по мнению американца, тот ущерб, который он получил во время заключения, ему должно было возместить государство. Сам-то он никак не мог заработать такие большие деньги. Чем все закончилось? Да вот так. Суд просто отклонил его дело. А ведь если бы он добился своего, то что бы творилось в мире? Хотя, лично мне кажется, он мог просто попробовать обжаловать столь суровый приговор. А вообще, все это дело доказывает еще один факт, что судебная система в Америке очень хорошо развита. Ведь много где еще отклонили бы судебные иски, которые, казалось бы, на первый взгляд были неадекватными. Да и без нее мы бы с вами до сих пор обжигались кофе каждый раз, когда пили бы его. О чем это я? Да о том, что была такая старушка, которая подала в суд на Макдональдс за то, что ее кофе был слишком горячим, и она обожглась об него. За это она отсудила у мегакорпорации более $600 тысяч. После этого на стаканчиках кофе стали писать «Осторожно, горячо». Так что я вполне рад, что такая система есть хоть где-то. А как вы думаете, какой из всех персонажей, о которых я сегодня рассказал, заслужил победы в суде? Лично у меня фаворитом стал тот парень, что подал в суд на пивоварню. Ведь в каком-то смысле их рекламные видео и правда выстраивали неправильное мнение о напитке. Ну а своими мыслями вы можете поделиться в комментариях. И спасибо за просмотр.